Now United. Запомните эти два слова. Новая, глобальная, мировая поп-группа, созданная основателем телешоу American Idol и менеджером Spice Girls Саймоном Фуллером. Группа, в которой уроженцы 13 стран поют одну песню. Встречайте! Now United! Бразил! South Korea! Индия! Japan, China! Germany, Philippines! Senegal. И, конечно же, наша София из России. Ребята, большое спасибо и удачи вам на всех континентах. Thank you very much! Я не очень хочу взрослеть. Зачем, в принципе, мама нужна, так это за питание. Вообще отвергнутая от всего мира. Фотку потом выложи, отметь меня. Я контролирую своих родителей. Ты понимаешь, что я там в турне, я не могу сейчас. Я верующая всю свою жизнь. Все будет. Ты самая молодая из участниц этого проекта, Да. Now United. И ты до сих пор живешь с родителями. У тебя нет какого-то диссонанса такого? Ну, то есть, как бы, ты звезда, которая ездит по всему миру, тебя знает очень много людей, и ты живешь с родителями. Ну, на самом деле, лично для меня, жить с родителями – это огромный плюс. И я считаю, что это большое достоинство. Потому что, во-первых, когда ты говоришь, что я живу с родителями, это значит, что они тебя до сих пор поддерживают. Они такая большая опора и поддержка для тебя. Поэтому я считаю, что просто взять и уехать в мои 16 лет, от них съехать на другую квартиру или просто куда-то переехать без них, ну, это немыслимо. Мне кажется, это какое-то неуважение к ним. И для меня, я бы так никогда не поступила, не знаю. Я бы никогда не оставила своих родителей, я буду жить с ними до старости лет, и когда у меня появится семья и дети, я готова купить, если не в Москве, не в России, в другой любой стране, в любом другом городе, огромный дом, и буду жить там обязательно со своими родителями, со своей большой семьей. А ты не думала, что родители такие, мол, Сонь, ну классно, но тебе уже там 27, может быть? Не-не-не, у меня родители не такие, у меня мама всегда говорит, вот будет у тебя муж, иди там вот с ним где-то жить будешь, ну ты про меня тоже не забывай, всегда вот в конце фразочка будет, ну ты там нас не оставляй тоже. Поэтому нет, для меня мама и папа это вот как, это я, это часть меня, и это, если я их оставлю, я уже без них не я буду. Так получилось, что в твоей семье ты третий ребенок, и у вас разница со вторым ребенком очень большая. Ну, 14,5 лет. Да, то есть ты росла в окружении 4 взрослых людей. Я бы не назвала их взрослыми, потому что у меня брат и сестра очень даже маленькие. По крайней мере, в общении со мной. Я помню все свое детство в окружении друзей моих сестер и братьев, поэтому я помню, что это всегда какое-то было приятное, дружеское, какое-то хорошее общение, никаких пошлостей, что очень часто, мне кажется, сейчас встречается, то в наших же общениях, мне кажется, очень много было христианских друзей, поэтому в моей жизни в основном все друзья были старше меня. И даже сейчас у меня есть сверстники, но я считаю, что эти сверстники мыслят совершенно не на свои годы, не на свои 15-16 лет, а мыслят там на годы каких-нибудь там 30-летних, да, ну нет, старше, намного старше, вот, поэтому у меня, конечно, также есть друзья, кто и младше меня, но я чувствую, что вот я выросла вот в состоянии того, что люди должны быть чуть старше меня, потому что с ними и интереснее общаться, и я с ними и развиваюсь также, то, конечно, мне, наверное, будет приятнее общаться с более старшими ребятами. Когда ты в Москве, ты чаще всего в окружении мамы своей. Она везде с тобой, на репетициях, на там, тренировках, вот даже на интервью. На это она привезла тебя сюда. Когда ты где-то в ваших турах, ты остаешься одна. Ты чувствуешь облегчение, что наконец-то свобода?
или тебе чего-то не хватает? Ну, начнем с того, что я не чувствую себя взрослым человеком. В том плане, что да, я чувствую, что на мне лежит какая-то ответственность убираться, мыть за собой посуду и выполнять домашние задания, как и все, в принципе, подростки обязаны делать. Но я также чувствую, что я остаюсь маленькой девочкой для мамы, и я не очень хочу взрослеть. Ну, куда мне торопиться, так скажем. Вот, поэтому, конечно, когда я здесь в Москве, мама также чувствует и видит, что я еще мала, например, для передвижения на какие-то дальние расстояния там в темное время суток. Поэтому, конечно, она меня, если у нее есть возможность и желание, она меня куда-то подбросит, как-то поможет, как-то подскажет, где-то вот сопроводит. То есть я именно это, мне кажется, одной из самых ценных вещей в моей маме, что она любит помогать. И она это делает не потому, что она обязана, вот она мама, и она должна это делать. А это идет все вот чисто вот как от ее сердца, с любовью. Поэтому, когда я уезжаю куда-то за границу, я также чувствую, что вот вроде сейчас хочется на кого-то что-то взвесить, там, мам, убери, пожалуйста, вот у меня сейчас нужно там готовиться, макияж делать для съемок. А мамы нету, все на мне. И в такие моменты я включаю свою ответственность взрослого человека, и когда потом приезжаю в Москву, долго выхожу из этого режима. Мама такая: так, Сонь, давай я тебе там что-то приготовлю завтрак. Нет, мама, я сама, у меня там 5 минут есть, я сама все сделаю. Вот, но, конечно, мне приятно, когда мама обо мне заботится. В твоем возрасте чаще всего подростки вообще мечтают о том, чтобы переехать от родителей, иметь какую-то собственную жизнь, собственную квартиру. У тебя нет таких мыслей? Ну, я на самом деле не знакома с такими подростками. Возможно, я слышала, но вот люди, которые сейчас меня окружают, все мои друзья и вот семья моя, в основном все живут с родителями. Ну, точнее, все, без основного. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, люди торопятся. Люди куда-то все время спешат и думают, что вот побыстрее бы повзрослеть, побыстрее бы съехать, но ведь никто не знает, что завтра случится с твоими родителями. Может, ты потом переедешь в другую страну, и вот у нас, как всегда, эти политические проблемы, как-то что-то там вот случится, и ты не сможешь выехать назад. И все. И ты не увидишь свою маму как бы неизвестно на какой период времени. И меня эти вещи заставляют задумываться, что родителей нужно ценить. Но они у тебя такие одни, и лучше друзей не найти. Только вот сейчас убеждаюсь в этом. Какие у тебя отношения с отцом? Потому что, ну, девочка и мама, как правило, это вот лучшие подруги. Да-да. А кто для тебя папа? Папа для меня папа. Я чувствую папину поддержку вот на протяжении всех 16 своих лет, поэтому я не чувствую, что я как-то отдалена от своего папы. Я чувствую, что у нас с ним точно такие же добрые, хорошие взаимоотношения, и я чувствую, что если у меня есть какие-то недомолвки, недопонимания с ним, потому что папа у меня очень эмоциональный, как и я в принципе, и когда две эмоциональности встречаются вместе, это может произойти огромный взрыв, и мы можем накричать друг на друга, там, конечно, драться мы не будем, но потом вот закрою дверь, там, выйду из дома, там, выдохнуть на улицу, там, как-то бывали такие случаи, но в такие моменты почему-то появлялась именно моя сестра. Вот Даша у меня всегда в таких моментах сразу такая: Соня, выдохни, я это все точно так же пережила, и рассказывает какую-то свою ситуацию, историю, и объясняет, почему он так сделал, и я встаю как бы вот в позицию на его как бы место, и я абсолютно как бы понимаю, почему он это сказал и зачем. Просто потому, что он мой папа, и мы все люди, мы можем ошибаться, и это абсолютно нормально. Но ты говоришь сейчас о времени, когда тебе было там 12-13, или это вот о настоящем? Нет, это сейчас тоже происходит, я считаю, что даже когда у нас с папой бывают какие-то недопонимания, я чувствую, что он остается моим папой, и что когда мне плохо, я всегда могу так же, как и к маме, к нему прийти, пожаловаться, сказать, и иногда папа может понять даже лучше, чем мама. Поэтому, мне кажется, для этого и нужны оба родителя, когда один не в духе, или один болен, или с одним поссорился, есть другая как бы половинка, которая может вот как бы сплотить всю семью и дать какой-то толковый совет. Окей. Поговорим немножко о том, как ты попала в проект. Было вот это видео, которое... Когда говорят обычно про тебя, что как ты попала на проект, тебя заметили на Ютубе видео. Да. И многие подразумевают, что ты что-то сняла, какое-то себя загрузила. Как это было? У нас есть очень хорошая подруга, ее зовут Ольга Кураева, и мы с ней познакомились тоже там в танцевальной сфере. И она как-то меня увидела, мы с ней вот познакомились, и она говорит: знаешь, Соня, ты меня так вдохновила на какой-то вот большой проект, хочется что-то рассказать про подростков, что-то про детей, что-то про творческих личностей. И она говорит: давай заснимем такое видео,
где ты просто дашь свой, ну, как интервью, чуть-чуть расскажешь о себе, какие у тебя вообще мысли, о чем ты мечтаешь, и ты просто немножко станцуешь или что-нибудь там в этом роде сделаешь. Я согласилась, ну, как бы, почему бы и нет, я люблю какие-то творческие такие штуки. И мы с ней сняли как раз это видео, где я чисто рассказываю, кто я такая. Я рассказываю про мои мысли, как, в принципе, я думаю, мы сейчас также разговариваем. Да. Примерно такой же разговор состоялся. И после этого, когда это видео загрузилось на YouTube, то после этого меня как раз и заметили. Они целенаправленно искали как-то или что? Или им посоветовали, обратите внимание вот на это видео? То есть вообще наш продюсер Саймон Фуллер, он создал такие проекты, как Spice Girls, American Idol, он продюсировал Викторию Бекхэм, в общем, крутой Да. человек. Да, такой, нормальный. Нормальный. Да, да, да. Вот, и он думал над этим проектом 10 лет. Просто придумывала весь этот проект, то есть когда я еще была мелкая, уже кто-то задумывался о моем будущем. Эти мысли меня сводят с ума, серьезно, вот, что в мои 3 года уже кто-то начал создавать проект, который сейчас вот будет со мной. С ума сойти. Вот, и он, у него огромная, конечно же, компания, своя группа, которая искала нас, как раз тех этих, так скажем, артистов по всему земному шару. И меня вот целенаправленно нашли, мне кажется, за 2 года, наверное. Я на самом деле точной даты не знаю. Я знаю, что у них проходили огромные кастинги по всей России. То есть они рассылали как и приглашение, что хотите ли вы поучаствовать в таком-то проекте. Вот, так они и сами писали. Мне они написали сами, как раз они нашли эту Ольгу Кураеву, и у нее уже на тот момент набралось большое количество видео с такими же, как танцоры, творческие люди, и они их тоже поприглашали. И там было приличное количество людей, то есть они сначала там из 1000 выбрали там 500, из 500 100, и вот так вот отобрали до 4 человек, и я попала в эту 4, и потом уже так от каждой страны набралось по 2-4 человека, и все вместе мы собрались в Лос-Анджелесе. И уже в Лос-Анджелесе у нас проходил самый такой финальный, такая финишная прямая всех этих кастингов, разных как их называют, auditions. Прослушивание. Прослушивание. Да, да. Все уже не помню. Все нормально. Вот. И за неделю в Лос-Анджелесе разных там тренировок, вокальных и танцевальных вещей, то наш продюсер отобрал вот по одному человеку из каждой страны. И я попала в эти 14 человек в группу. Какая была ситуация? Как тебе сообщили, что ты остаешься в проекте? Мы все сидели в зале. Вот если прям вот всю ситуацию, всю историю рассказывать, это, конечно, не описать словами. Но, кстати, это у нас Да, я снимали знаю. это все, Да. и это все было как раз на Ютубе. Когда пересматриваешь, каждый раз прям покрываешься мурашками. Вот. Мы просто все сидели в зале, общались, и мы даже не знали, что именно в этот день нас будут отбирать, потому что мы думали, что это случится через 2 дня. Представители России тоже были там? Да, там были как раз те ребята, все 35-40 человек, как-то вот, ну, большое Да. количество ребят. И вот мы все вместе сидели, просто общаемся, думаем, что сейчас продюсер просто что-то объявит, там скажет, ну вы молодцы. Следующий там, у нас вот это, да? Да, там обычно он так вдохновляет на предстоящий там какой-нибудь день, а здесь он встает и говорит, в общем, там какое-то огромное предисловие, как он гордится, что он там всех нас собрал, какие мы все молодцы, и не хочет, чтобы мы расстраивались, и тут он начинает так эмоционально рассказывать, как он вообще над всем этим трудился, что мы все такие вот хорошие, классные, и вот предстоящее, но нас уже просто напрягло, мы все сидим и думаем, неужели сейчас уже это будет происходить? Да, и он был с нашим тренером Кайлом Ханагами, это считается из самых таких топовых хореографов в США, и мне кажется, во всем, в принципе, мире. И, в общем, Кайл такой встает и начинает нас всех объявлять по имени, говорит, первый в группе, и набирали на тот момент 11 человек. То есть сначала планировалось, что 11 человек войдет, и меня объявили 10-й. Ой. Я сидела предыдущие 9 человек, и я вроде как мне и весело за других, потому что все в таком, на позитивном, ну, такой вот волне, и вроде все классно, но я понимаю, что, ё-моё, если я сейчас не попаду в проект, ну, это как бы не будет, наверное, трагедии всей моей жизни, но я почему-то вот чувствовала, что я буду там. И я прям сидела такая, скажут мое имя, скажут. Назвали 10-й из 11, а потом продюсер объявил, что хочет добавить еще 3 человека, потому что, как бы, так скажем, нет предела этой группе.
И он хочет, наоборот, ее как бы расширять, чтобы она развивалась, и то есть у нас добавится скоро Новая Зеландия, Египет, Франция, то есть, ну, как бы все вот так. И плюс возрастные ограничения как бы тоже существуют, Да. поэтому, когда кто-то вырастает, кто-то уходит, кто-то приходит. Вот, и он добавил еще 3 человек. И у нас вот группа сформировалась из 14 людей. Ага. Уже был кто-то, кто покинул проект? К тому моменту, когда нас всех уже объявляли, ты имеешь в виду? Не-не, я имею в виду, Или- что, ну вот ты говоришь, возрастные ограничения. Есть а. кто-то, кто уже вырос из проекта? Нет, пока нет. Но у нас самой старшей девочке 22 года, но она из Кореи, и она со мной одного роста, и выглядит она на 16 лет, поэтому Понятно, да-да-да. нет, пока возрастные ограничения у нас так не сильно. Окей, хорошо. Какое было эмоциональное твое состояние? Что мысль какая первая у тебя пришла, когда ты услышала свое имя? Ох, на самом деле так тяжело вспомнить. Мне кажется, первое, это просто вся жизнь принеслась, и я помню, что я не могу так вспомнить, наверное, именно ту самую мысль, но я помню, что я была именно, наверное, благодарна. Первое слово — это благодарность, наверное. И после этого, кстати, я подняла глаза, и у меня мама стояла в конце другого зала. Мама как раз тоже со мной ездила, там, меня поддерживала, такая: Соня, давай там по вечерам мне массажи такая делай, такая: давай, ты сможешь, все хорошо, не переживай. Вот, помогала также с питанием. Питание — это, мне кажется, самое важное. Зачем, в принципе, мама нужна, так это за питанием, чтобы мама всегда вовремя тебя поднесла, что попить, что поесть. Так, а шоколадку нельзя, убрала, так вот бананчик. Вот, и первое, что я увидела, это маму, она тоже стояла, плакала, такая: молодец. Поэтому я это все вместе с ней переживала. Звучит радостно очень, ну Да. так, счастье. Конечно. Изменилась ли как-то твоя жизнь после того, как ты попала в проект, в этот, в негативную сторону? Не могу сказать, что, в принципе, ничего так не поменялось. То есть понятно, что вот у нас был такой, так скажем, адреналин, что вот мы все в группе, и потом в какой-то момент я немножко, так скажем, потускнела, что ли. Ну, как-то вроде круто, что я в этой группе, ну и что дальше? Мы собираемся в Лос-Анджелесе, у нас, да, это классно, это вообще Тусовка. вся моя мечта, как бы съездить просто в Штаты, а тут мы тренируемся с такими крутыми хореографами, но мы никуда не выезжаем. И вот у нас так было вот месяцев 8, наверное, когда мы просто вот тренировались и собирались там несколько раз. Да, все классно, но какого-то вот нету смысла в жизни, как я начала там что-то мудрить на самом деле. И как раз в тот период я перешла на домашнее обучение. То есть если до этого я хотя бы видела сверстников в школе, друзья, не друзья, просто я людей видела, то сейчас дома целыми днями, особенно в слякотную погоду, заболеть никто не хочет, сижу дома, учусь онлайн, все делаю одна, и все занятия на танцах тоже в основном индивидуально проходят, и если групповые, то как-то нечастые. И я понимаю, что я так вообще отвергнутая от всего мира. Я начала как-то из-за этого переживать и говорить: вот, мама, тут в Лос-Анджелесе там все классно, намного лучше, там и солнышко, и друзья есть, а здесь я вот одна. И как-то я проходила этот период достаточно так тяжело, мне кажется, но потом я поняла, что это чисто возрастное, подростковое вот такое состояние, которое меня будет присутствовать, которое будет меня преследовать еще долго. Но я с этим справилась, и я думаю, что меня это еще настигнет и не раз, но я как-то научилась справляться с этим. Потерялись ли из твоей жизни какие-то люди после того, как ты попала в проект? Да, потерялись. К сожалению, не все смогли за меня порадоваться, что я попала в такую большую поп-группу, международный грандиозный проект, который станет, правда, большим и великим. И я это говорю не с короной на голове, пытаясь лишь бы вот доказать, какая я крутая, что я в этом проекте, а ты нет. Знаешь, вот ты не в проекте, а вот я не в проекте. Ты крутая, тут что, да. Нет, вовсе нет. Я считаю, что в этот проект имеет право попасть абсолютно каждый. Поэтому, когда я пыталась как-то доносить позитивные, положительные мысли до своих друзей, до каких-либо людей, которые меня в тот момент окружали, то, к сожалению, пошли некоторые слухи, что меня взяли туда по блату, что вот у меня там состоялись какие-то фотосессии, там специально для продюсера, чтобы вот он увидел, что В смысле, я намного... обнаженные или какие-то... Не, в том плане, что просто были отдельные фотосессии, и что вот тем самым я как-то пыталась привлечь его внимание, что вот я намного лучше, что я и так танцую, и как-то это все вот поплыло, и
ничем это не закончилось на самом деле. То есть это не было такого прям катастрофически огромного количества этих слухов. То есть они были, я их слышала, и мне было очень неприятно. Я не могла также быть уверенной, что это именно от этого человека, или от этой девочки, или от этого мальчика, потому что слухам нельзя верить в принципе. И, конечно, я как-то жаловалась маме, что мама, почему вот так вот как-то переживала за это. А потом я просто отпустила и поняла, что, в принципе, люди, которые мне это говорят, уже, так скажем, не мои люди. И они как бы могут находиться рядом со мной, но они уже никто для меня. Поэтому я могу им спокойно улыбнуться, сказать «здравствуй», но ты мне как бы не интересен, поэтому Ты давай. узнала, кто распускал слухи? Да, я узнала, кто распускал слухи, и я на самом деле не говорила с этим человеком напрямую, потому что до сих пор это все остается под таким большим вопросом, потому что здесь кто-то домолвил, тут кто-то добавил, тут кто-то не досказал. И я понимаю, что в этом во всем разбираться нету смысла. Зачем мне во все это сейчас погружаться, когда в моей жизни так все прекрасно, и нагружать себя вот этим всем вообще не хочется. Поэтому я просто отпустила. Мудро. Появились ли люди, которые появились из-за успеха? Да, такие люди появились, и таких достаточно много на самом деле. И до сих пор не могу понять, настоящие ли это мои друзья, или это просто вот именно Но у тебя из-за есть какой-то специальный подписчиков. фильтр? Как ты пытаешься определить? Наверное, фильтр таков. В данный момент у меня есть определенное количество друзей, и я могу их сосчитать на пальцах. И мне этого достаточно. Я понимаю, что у меня сейчас могут... Как вообще я мыслила? Когда у меня начали набираться подписчики, ко мне начали как раз добавляться многие какие-то знакомые, с которыми я была когда-то давно очень знакома, но никогда не общалась вот прям близко. И тут они мне начинают писать, звонить, давай встретимся, давай увидимся. И в такие моменты я, конечно, не люблю все сама решать на самом деле. В том плане, что мне надо обязательно поделиться с кем-то. И я начала очень много об этом беседовать также со своей мамой. Мама у нас главная героиня сегодняшнего интервью, потому что это мама, она имеет право, она должна просто, она обязана быть здесь. Вот, и она начала мне советовать такие вещи, что, Сонь, вот подумай, у тебя кто-нибудь из знакомых станет там, более популярный, ты чаще его видишь в соцсетях с разными блогерами, там, и здесь побывал, и тут, и там, как бы у человека начала как бы расти его сфера, как бы он начал расти в своей сфере, начала расти его аудитория. Ты обратишь внимание, и, возможно, ты вспомнишь те дни, когда ты был с ним знаком. Ой, мы тогда танцевали там в таком-то проекте. Надо бы написать, узнать, как дела. И это может у меня проснуться это желание не из-за количества подписчиков, а чисто просто потому, что вот я наткнулась на этого человека, потому что он стал сейчас более такой в контексте, в контенте. Неважно. Вот. И, конечно, в такие моменты я начинаю как-то более не агрессивно, что ли, реагировать, что вот мне много людей начали писать, а наоборот, постараться чуть-чуть с ними пообщаться. И потом оказалось, что есть люди, которые и вправду просто про меня вспомнили, мы сейчас с ними как бы ходим вместе на танцы, иногда можем где-то в кафе посидеть, попить чаек, и то есть мы на таких хороших дружеских отношениях, и никто никому там не лезет, лишь бы поближе стать лучшим другом, фотку потом выложи, отметь меня, у меня там подписчики, прибавятся. А есть люди, которые до того момента, пока я там 10 раз им не отвечу, в хорошем смысле, то там пока они не спросят, ты не можешь ли меня там прорекламировать, там выложить мою фотографию, то я сразу так, конечно, не блокирую, но я так, до свидания. Спасибо, да. Поэтому да. Но я к этому отношусь, опять же, очень достаточно спокойно, наверное, потому что меня также родители долго настраивали, и сестра все время говорит, я тебя убью, если у тебя корона там появится на голове. То есть меня так держат. Даша вряд ли позволит, чтобы у тебя появилась корона. О, да. Ты немного затронула тему «я в проекте, я супер», от обратного, да? Как ты думаешь, благодаря чему ты попала в проект? Это случай или это работа? Абсолютно точно, что это работа. Как мне всегда мама говорит, вообще, из чего состоит успех, это 90% труда и 10% таланта, и там удачи. И на самом деле я скажу так, я всю свою жизнь мечтала достичь чего-то реально большого. То есть это не то, что я всегда думала, что я должна быть лучше, я должна чего-то такого крутого достичь, чтобы всем нос утереть. У меня какое-то с детства было состояние того, что у меня есть призвание, и оно есть у всех.
И у меня, я чувствую, что это призвание танцора. И я больше, чем уже даже уверена, так скажем. Может, даже не то, что танцора, а больше как артиста. Я понимаю, что мне хочется выступать. Я, когда выступаю, ну это не описать, какое количество эмоций я испытываю. Это то же самое для меня, как в церкви стоять и прославлять Бога. Не знаю. Лично для меня самая любимая часть всего вообще служения — это прославление. Потому что можно и прокричаться, и протанцеваться, и делать что угодно. Вот я испытываю точно такие же чувства, только я еще чувствую, что я это другим, как бы тем самым их заряжаю этим. И поэтому, конечно, я знаю, что я попала в этот проект не просто потому, что вот мне так повезло. И там вот я сидела с кулачками, и вот мы все говорили, ну, попадешь? Класс, нет? Так нет. То есть, понятно, мы не думали, что вот это все. Вот если я сейчас этого не добьюсь, то конец моей жизни. Мы как бы спокойно к этому относились. Но это, конечно, мне кажется, работа, огромная работа, которую я проделала всю свою жизнь благодаря родителям и, опять же, семье. То есть семья для меня — это вот, мне кажется, причина, почему я в этом проекте. Если бы там, например, не моя мама, я бы не ездила так много на тренировки, да, там не так много тренировалась. Если бы не папа, я бы не начала что-то делать, такие вещи, как, например, акробатика. У меня папа бывший акробат, и он меня прям зарядил тем, вот, ты не хочешь заняться этим? И вот мне пошло, и папа тут и подскажет, и скажет. То есть родители, опять же, как-то повлияли на мое, так скажем, формирование в именно спортивной, танцевальной такой карьере. А, например, благодаря брату я научилась некой фотогеничности. А благодаря моей сестре Даше, она вот меня смогла сподвигнуть быть более модной, так скажем, одеваться хорошо, краситься научила меня. То есть все это благодаря моей сестре, понимаешь? Вот. В общем, со всей семьи собрали по по чуть-чуть? чуть-чуть от каждого, конечно. И вот в итоге вот такая вот я вышла. Поэтому то, что я попала в этот проект, это только благодаря моей семье. Рано или поздно у тебя появится новая семья. Тебе 16, гормоны, парни. Изменилась ли как-то ситуация в этом плане из-за проекта? Нет, вообще ничего не изменилось, потому что понятно, что я девочка, понятно, что я уже, так скажем, девушка, и мне может кто-то нравиться из парней, кто-то там начинаются какие-то сплетни, какие-то Санта-Барбара, вот это вся расти, но на самом деле я никогда не уходила в это прям вот с ног до головы, то есть, так скажем, до вообще, мне кажется, до даже 15. Первый человек, который мне вот правда очень понравился, мы начали встречаться с мальчиком, было в 15 лет. То есть год назад, можно сказать, ну, чуть год и несколько месяцев. Ну вот, и получается, до этого момента я была настолько погружена в работу, что вот мне нужно танцевать, мне нужно заниматься вокалом, начинать как-то все это развивать, и, конечно же, учеба. И что честно, вообще не хватало времени на это думать. Но мне это вообще не интересовало. Но как-то не знаю, почему люди начинают об этом задумываться в таком раннем возрасте. Мы еще как бы все растем, и все еще впереди. И когда вот начинаются вот эти все ранние взаимоотношения, вот у меня парень в 12 первый был, а вот сейчас у меня уже 99-й, там, в мои, там, я не знаю, 14 лет. И ты думаешь, что у этой девочки там или у этого парня на голове, вообще вот что у них не так, что у них вообще, какие мысли, что у них не так в голове, вот вообще не понимаю. Но это начинается, мне кажется, уже какой-то пафос больше, нежели они от этого, правда, ну как бы получают как некоторое удовольствие. Вот, и поэтому я к этому, ко всему отношусь, что когда начинаю переживать, я начинаю очень много молиться. У меня, мне кажется, я начала также сближаться с Богом именно вот в такие моменты, в подростковом, когда начинаются вот эти все взаимоотношения, там, как и с мальчиками, так и с девочками тоже, когда вот с друзьями там, то как бы понятно, что в течение жизни тоже бывают трудности, но как-то я с ними справлялась, не то, что там без Бога, и то, что я вообще там не обращалась к Нему, и ничего нет. Конечно, я благодарила всегда, конечно, я всегда старалась быть с чистым сердцем, доброй, хорошей, вот. Но когда я понимаю, что касается темы вот мальчиков, то для меня это не болезненная тема вообще, но это такая не самая близкая тема для меня. Поэтому, когда у меня встречались какие-то препятствия, что вот там я, например, в турне, а он мне не пишет, или он мне не звонит, и я понимаю, что ну это зачем мне такое общение, когда человеку не интересно, что сейчас у меня происходит в жизни, то в такие моменты это, Господи, пожалуйста, ну вот сделай, чтобы у него все хорошо было, но пусть он от меня отстанет. Хорошо, но без меня. Да, вот, и в итоге все хорошо. Как закончилось
Закончилось все тем, что мы сейчас остались просто друзьями. Просто Произошел какой-то разговор у вас? Да, я просто сказала, что я сейчас так много начала путешествовать, и ты такой другой человек, как-то нужно, наверное, все-таки остаться вот на... Это личная была встреча или вы переписывались? Личная, конечно, личная. Я не люблю, на самом деле, я люблю переписываться с человеком, когда мы на расстоянии. Но, например, когда я нахожусь в Москве, хотя сейчас это все реже и реже происходит, то, конечно, для меня очень важно, чтобы человек выделял мне внимание. И у меня вот сейчас две самых лучших подруги есть, и, к сожалению, одна из них живет в Ставрополе, но мы остаемся лучшими подругами уже на протяжении 6 или 5 лет. И тем не менее, когда у нее есть возможность там на выходных съездить в Москву, она приезжает в Москву, просто со мной увидеться. Ты в Москве? Ой, я в Москве, я сейчас буду там через пару денечков. Давай увидимся. Вот. И я понимаю, что для меня очень важно внимание, что она должна быть не только в переписке, но и вживую, в личную, потому что ты можешь увидеть реакцию, эмоции человека, и он не сможет уйти от каких-то вопросов. Потому что, например, если бы я начала этот разговор в переписке, возможно, мы бы и не расстались. Ну вот, то есть это могло бы так, кто-то ответил, кто-то не ответил, а тут у меня другое время, вообще Америка, если там, да, еще как-то. А тут при личной встрече мы все спокойно обсудили, и никаких не было недомолвок, поэтому я безумно рада, что все закончилось. Он не умолял тебя остаться у Нет, девушкой? кстати, вот не произошло такого, не знаю, хорошо или плохо, но тем не менее, все осталось на хорошей ноте. Мы сейчас продолжаем иногда общаться, я иногда привожу ему шоколадки разные из других стран. Ну, у нас просто такие вот чистые, хорошие дружеские. Ну, пусть не очень близко для тебя эта тема пока, а я все-таки позволю себе еще пару вопросов задать. И если бы ты нарисовала для себя образ идеального парня, ну вот человек, которого бы ты вот прям могла представить рядом с собой, то каким он был бы? Для меня самое важное, как я и говорила, это внимание. Поэтому для меня очень важно, чтобы это было не то, что вот у нас там была такая дата, вот чтобы мы тогда с тобой начали встречаться, то есть для меня это вообще не важно. Что ты имеешь в виду? Ну что вот, когда люди там делают себе некую годовщину в свои там 15-16 лет, я считаю, что это очень глупо. Ну как бы понятно, может, для кого-то Ты имеешь в это виду, очень что мы с весело. тобой уже 3 месяца встречаемся? Да, ну я вот такого, честно, не очень понимаю, я как-то смеюсь над этим. Но для меня важно, чтобы человек знал, что вот в моей как бы, да, ситуации, если я расписываю как бы идеалы моего представления, то пока вот, чтобы я в Москве, чтобы он хотел как можно больше времени со мной проводить. То есть для меня очень-очень важно общение. Я еще болтать обожаю. Вот я иногда сажусь и бла-бла-бла-бла, и начинаю там разговаривать, и прям вот без разницы о чем. Вот, главное лишь бы поговорить. Но я также очень люблю слушать. Для меня важно, чтобы человек выделял мне внимание при встречах, также, чтобы этот человек мог сказать, в чем заключается какая-то проблема, что не так в жизни, потому что я люблю, как я сказала, говорить, и также говорить, ну, давать какие-то советы. Не говорю, что я там какой-то знаток, но тем не менее, почему нет? Мы сейчас все подростки нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в общении, в реальном общении, не в ВК, не в Инстаграме, не в Твиттере, нигде угодно, а вот в общении, вот так сидеть и разговаривать. И не то, что там 5 минут и дальше в телефон упереться. Нет, а вот чтобы просто сесть вот так часами. И поэтому для меня вот это, наверное, самое-самое-самое важное в любом человеке, ну, что и касается парня также. Для меня не важна красота. Не думаю, что это прям самый важный фактор. Конечно, не хочется, чтобы у меня в будущем парень или муж был каким-то страшненьким, но я думаю, что когда ты влюбляешься, ты не обращаешь внимания на какие-то недостатки большие, так скажем, там, например, у него кривой нос, ну, как бы, ну, кто об этом заботится, когда вот, если тебе он нравится, и все, у вас хорошее, как бы, понимание друг к другу есть, у вас хорошие взаимоотношения, то, конечно, его нос никак не повлияет на это. Ты могла бы предположить, что этот человек будет младше тебя, вот сейчас? Да, абсолютно точно. Вот с мальчиком, как раз, с которым я встречалась, у нас была разница, ну, это небольшая разница, но, тем не менее, в 2 месяца. Но даже я, так скажу, у меня много друзей, парней, но мы абсолютно как друзья. Не думаю, что кто-то кому-то там нравится, как часто говорят, дружба между мальчиком и девочкой не бывает. Я тоже, кстати, не думаю, что она бывает, но у нас товарищеские взаимоотношения с ними, и в основном все младше. Ну, лично я считаю, что в свои 16 я мыслю чуть старше.
Окей. Ну, это мои такие Да, догадки. По крайней мере, я хочу так. Не хочу быть там супер-пупер умной, говорить какие-то чересчур замудренные вещи. Но мне хочется излагать какие-то мысли, которые вряд ли возникнут у 16-летнего подростка. Поэтому для меня также очень важно в любом человеке, в парне, чтобы в его, может, там 14-15 лет, да какая разница, чтобы он мыслил чуть больше. Потому что еще, конечно, такую вещь говорят, не обижайся, конечно, у тебя еще сын, что мальчики медленнее взрослеют. Вот, но вдруг... Это совершенно очевидная вещь. Даже покраснел. Да Мальчики и умственно, и физически медленнее. Вот, поэтому, да, я считаю, что в таких моментах, конечно, хочется найти кого-то чуть постарше, потому что будет легче найти какой-то контакт. Но, как бы, я не говорю, что я хочу парня вот прямо сейчас, чтобы в мои 16, все, вот, чтобы завтра он появился. Он может появиться в мои 20 лет. Ну, как бы, ну и что, пусть ему будет, я не знаю, там, 18. Ну, как бы, если он будет мыслить на свои 18, то, в принципе, этого достаточно. Okay. А какое у тебя отношение? Просто ты успешная девушка на данный момент, ты зарабатываешь деньги сама. И что, если бы человек, который будет рядом с тобой, зарабатывал меньше, чем ты? Ну, то есть ты бы обеспечивала семью? Я на самом деле вообще не задумывалась, кто будет обеспечивать семью. В том плане, не то, что я еще мала для этого, но на самом деле я мала для этого. Но, например, в нашей семейной ситуации в данный момент мама, так скажем, чуть больше ведет семью, потому что папа сейчас формируется новый бизнес. Вот, и поэтому как бы я не считаю, что из-за этого мужчина, так скажем, будет чувствовать себя слабее, еще как-то, потому что папа силен, например, на кухне. Мама никогда не... Ну нет, она, конечно, готовит, но чаще это делает папа, потому что он встает раньше всех, он ложится позже всех, и он должен готовить для всех всегда. И я понимаю такие вещи, что в будущем, какой бы у меня ни был муж, там, обеспеченный или не очень, то какая разница? Ну, если мы все семья, мы же все должны поддерживать друг друга, и вряд ли будет такое разделение. Это мои деньги, ты к ним не притронешься, потому что вот ты их не заработал, а вот у тебя другие. Ну, как бы, я считаю, что это глупости. Конечно, не хочется тратиться на всякую ерунду, и, конечно, у нас будут конфликты по этому поводу, но мне хочется, чтобы семья, как и моя, был как большой пример для меня, что вот мы все поддерживаем, и если надо, мы дадим. Ну, как бы, и это не будет толк, это потому что мы семья. Продолжая тему про финансы, ты зарабатываешь деньги, ты живешь с родителями, мама и папа контролируют то, как ты тратишь деньги свои? Я все свои деньги, в основном, вот, которые в данный момент получаю с этого проекта, я их не трачу вообще. То есть я их, так у меня как бы банковская карточка, наконец-то первая банковская карточка в моей жизни. Я коплю эти деньги на свой колледж, на свой будущий колледж, хочу поступить туда. Думаю, что это, скорее всего, произойдет в Лос-Анджелесе, поэтому копить надо много и долго. Вот. А что касается такой налички, которую мне дают родители, конечно, я на самом деле, они, конечно, это все контролируют, но у них нет такого, пришли, там вот там чек такой-то за это. Да, весь этот отчет у нас как бы дома, в принципе, не происходит. Но я контролирую своих родителей. Объясни. Например, когда мы идем куда-то в магазин с мамой, чаще всего мама, когда хочет там устроить какой-нибудь вкусный ужин или обед для всей семьи, я такая: мам, сладкое никому нельзя, у меня будут прыщи, у тебя там что-то вырастет, там еще у кого-то, поэтому мы не берем сладкое, там один тортик на всю семью и хватит, там не нужно, это уже там не ваши заботы. Вот в таких планах. Например, папа, у меня с папой такой: тебе что-то надо? Я тебе сейчас пойду всех видов куплю, там хлеб надо, он сейчас принесет тебе и серый, и черный, и белый, и потом тебе принесет какой-нибудь серо-бурмалиновый в крапинку, вообще там всех видов, которых только найдет. И, конечно, в таких моментах мы с мамой, конечно, вместе немножко можем на него поднаехать, но в основном это делаю я так: папа, в следующий раз там хлеб бери только один, там одного сорта, там еще как-то. Поэтому я это экономлю не потому, что я вот так деньги люблю, а просто потому, что мы можем это отложить на ремонт в квартиру, мы можем отложить на дом в Лос-Анджелесе, отложить это на какие-то, правда, нужды, какие-то, в которых мы, правда, нуждаемся, нужды, в которых мы нуждаемся. Ну, типа, нормально, да, все. Усиливаю, вот, все да, хорошо. и поэтому я тоже контролирую прям
реально контролирую, на что я трачу. Если я понимаю, что мне это очень нужно, я могу это взять. Ну, например, в следующий месяц я не буду покупать себе какие-то мороженки, еще что-то, потому что я тогда потратила чуть больше. Это очень мудро. Ну, поэтому у меня вот... Да. Не на 16 лет почему? Не на 16. Не на 16. Ладно, хорошо. Но есть искушение. Новый телефон, сумочка, сапоги. Есть. И я сейчас поняла, насколько это не круто ждать праздников. Потому что когда что-то хочется, и ты хочешь это получить в данный момент, в данную секунду, и ты такой, блин, скоро Новый год, надо подождать. Конечно, хочется, много соблазнов, очень много, но всегда как-то понимаю, что это мне правда нужно, это не нужно. И я это также сравниваю с моей нынешней жизнью, что вот реально начинается жизнь звезды. Вот как бы не хочу показаться. Все в порядке, все нормально, да. Иногда просто думаю, что все эти выражения как-то прозвучат, что вот такая сижу. Вот. Но это значит, много вещей должно уходить на такие показы. То есть это должно быть что-то эффектное. Не то, что вот просто джинсы, футболка, а если это джинсы, то пусть они будут там драные от и до, и пусть там футболка вся в пайетках будет. И что это значит, много денег должно уходить на макияж, на какие-то камеры, потому что это сейчас все начинается снимать, тоже начинают там все свои соцсети продвигать. И, конечно, на это уходит очень много денег, но мне продолжают платить, поэтому я понимаю, что это также как бы это нужды, которые, как бы, если не восполнить, не будет качественного, так скажем, материала, товара. Вот. Поэтому все равно я понимаю, что, например, сейчас я вряд ли пойду в какой-то магазин, там, Forever 21, который, может, я раньше обожала, и взять себе там какую-то вещицу, потому что, ну, мне достаточно, например, толстовок, которых я очень сильно люблю, но у меня, например, сейчас нужно больше покупать пайеток. Ну, как, к примеру. Вот да, и я понимаю, что Forever 21 я вряд ли что-то такое найду, и если найду, то не самого качественного такого материала, поэтому приберу свои деньги и не пойду в магазин, останусь дома, чай попью. Ты недавно вернулась из тура. Просто вот поэтапно, как это было? Откуда, куда, что, где вы что снимали? Ну, в общем, наше самое-самое первое турне началось в России. Буквально год назад, в апреле 2018 сюда прилетела вся команда Now United, и на самом деле я так прям точно все не вспомню, что было. А я не про когда-то, вот последний, который был вот сейчас. Хорошо. Ну, последнее, что хотела добавить, то, что в Москве, то, что у нас было самое эффектное, это «Голос дети», мы участвовали, то есть это наше самое первое выступление, прям вот на все вообще аудиторию. Да. И, конечно, мы, когда вышли, у нас человек, мне кажется, 6 из 14 просто проревелись. То есть мальчики прямо вот так вот стояли, такие потому что там все равно и фанаты были, и это было ваше первое выступление? Да, было вообще прям самое. То есть, понятно, до этого были какие-то показы, но это было для продюсера, это все было не на камеру, это все было не на публику. И здесь мы выходим, и там, понятно, какая-то аудитория просто собранная, лишь бы для проекта, там, заснять все. Но, тем не менее, мы ощутили вот это прям очень классно было. И в «Вечерний Ургант» также мы участвовали, еще какие-то там на детском радио я ездила, давала интервью. И потом началась вот активная жизнь путешественника, я бы так сказала, артистов. И мы путешествовали 7 месяцев потом, все лето. За лето я побывала сейчас скажу, где-то в 12 странах за одно лето. То есть у нас 3 дня в одной стране, потом неделю в другой, еще как-то. А потом у нас был небольшой перерыв, в котором я, как всегда, чтобы вместо того, чтобы как спокойный подросток чем-то заняться полезным. Нет, я поперлась в первый день на акробатику и травмировала себя. Ой. Весело, да, и потом весь месяц я восстанавливалась. Но неважно, сейчас не об этом. И потом вот у нас дальше был турне, мы месяц в Индии жили, еще какие-то, то есть вообще вот так вот нас кидает жизнь в разные уголки. А последнее, вот наше самое первое турне 2019 года, прошло достаточно интенсивно. Я считаю, что это было одно из самых сложных таких сборов. Мы первую неделю побывали в Лос-Анджелесе, но у нас там всегда проходит как буткэмп, это не совсем лагерь. Ну, то есть подготовительный лагерь, такой, репетиционная база. Да. То есть мы все живем в одном отеле, у нас завтракаем все вместе, а потом мы идем на тренировки. То есть, ну как, кто-то тренируется, вот, например, так как у меня еще школа, я онлайн там продолжаю учиться, то есть мне 3 часа утром на учебу выделяют. Я 3 часа учусь, потом у меня
был там где-то полчасика перерыв, я бегу в студию. Это все рядышком находится, поэтому у нас там все в шаговой доступности. Идем тренироваться. Первый там у нас фитнес был 1,5 часа, час, потом у нас 20 минут передых, 8 часов тренировка. После 8 часов тренировки нас отпускают, либо говорят, там, сейчас у нас там какие-то съемочки. Ну, не то, что мы куда-то едем, это, конечно, было бы убийственно, но такие дни тоже бывали. В основном это все так снимают нас 24 часа в сутки. Они берут камеру, говорят, быстренько себя привели в порядок, сейчас будем говорить то-то, то-то, то-то. То есть, например, мы объявляем, что через неделю мы улетаем на Филиппины, как это было в этот раз. То есть, и все, и начинается вот эта жизнь, каждый день постим, все, ребята, вы готовы, мы едем в Филиппины, ууу, там, и начинается вот это все. После недели в Лос-Анджелесе мы полетели на Филиппины, где у нас именно была такая поездка, я считаю, для съемок. У нас, когда выходит новая песня, ну, которую мы записываем, мы на нее ставим танец, а после этого мы снимаем видео. И обычно по-разному, либо песня выходит первая, потом мы ставим танец, и люди уже как бы слышали и хотят это увидеть, либо, например, видео первое выходит, потом мы уже выступаем, либо танец, ну, в общем, все вот так вот по-разному совершенно. И в этот раз мы снимали 2 клипа на 2 наших новых песни, и как проходят съемки. Например, я прилетела на Филиппины, и в первый же день я не спала, потому что, во-первых, климатизация, а во-вторых, самая веселая вещь – это то, что я полетела отдельно от команды, то есть такие случаи тоже бывают с билетами. Когда все улетели, а мне сказали, а у тебя билет, там, типа, у тебя проблема, бери другой. И, ну, конечно, это не я все оплачиваю, мне там все организовали, но тем не менее. Они там напрямки из Лос-Анджелеса на Филиппины за 16 часов, я 20 часов с пересадкой. Одна. Вообще пересадка была в Токио, я вообще не поняла, как я там оказалась. Я выхожу и думаю, я в Японии. Как? Я звоню, такая, мама, там еще что-то. Говорю, стой, на 3 часа ночи, нормально все будет, иди, давай дальше, там все хорошо. Напишешь потом. Интернета нету, там ни с кем не связаться больше. Как-то до мамы вообще чудом созвонилась. После этого прилетаю я на Филиппины, уже такая уставшая, невозможно, все спят. Ну, как бы знаю, что я приехала, потому что говорил, вот я уже на пути в отель, меня там все встречают меня огромная охрана, сажают меня в большую черную машину, и впереди едут 2 мотоцикла с мигалками полицейских, да, с мигалками, полицейские, да, машины 2, точнее мотоцикла, едут, сопровождают, чтобы все пробки объехать, а Филиппины это вообще такая страна так... с такими пробочками, ничего себе, похуже, чем в Москве, если честно. То есть, если из аэропорта можно там добраться до отеля за 20 минут, если пробки, 3,5 часа мы ехали. 3,5 часа. Конечно, когда приехала, осталось 2 часа на сон, и я думаю, какой тут спать? Мне завтра рано на съемки вставать, то есть нужно сейчас все подготовить, все собрать, пока помоюсь, еще что-то. Легла, и буквально через 2 минуты звонит будильник. Я такая, ну отлично, встали, дальше пошли. Съемки с макияжа сначала наводим с 4 до 6, потом едем на локацию, потом вот весь день снимаем, в 10 вечера приезжаем в отель, все такие убитые, поснимали на жаре, и внутри прям много людей, еще как-то. Приезжаем, все, закрываем глаза, открываем следующий день, то же самое. И вот так вот в недельку вот пожили активненько. И, конечно же, были фан-встречи. Вот это для меня, мне кажется, самая такая близкая для меня тема, потому что только сейчас понимаю, насколько люди реально просто фанатеют от того, что я делаю, от того, что делает вся наша группа. Но это даже немножко страшно осознавать, что вот они целыми днями знают, где ты живешь, в каких отелях, и внизу тебя подстерегают. То есть ты можешь выйти там вот такой сонный на завтрак, а тебя уже все с фотиками. Можно сфотографироваться, там, можешь сказать на видео. И ты как бы можешь сказать нет, то есть это как бы приемлемо. Но в тот же момент ты понимаешь, что когда ты скажешь нет, они все равно продолжают снимать, поэтому что тут как бы поделаешь. И вот эти выступления перед фанатами, у нас тоже там столько людей приходило, просто на наши концерты, там в торговый центр мы бесплатно иногда устраивали. Так как проект новый, все равно еще тяжело набрать такую большую аудиторию сразу в такие концертные залы. Вот, то обычно все проходило так. В торговый центр приходим, выступаем, там нам огромную сцену предоставляют, и все это время нас сопровождает охрана, чтобы там, не дай бог, никого не украли. И вот ты приходишь и понимаешь, что там у нас выступление, например, через 2 часа. А там люди ждут тебя с раннего утра, то есть они там уже больше 8 часов сидят. То есть лишь бы просто вот впереди постоять, на тебя посмотреть, перед охраной, вот так. И, конечно, это меня иногда сводит с ума, эти мысли, что люди... Когда вы в России были, здесь также встречали вас? Нет,
но уже были какие-то фанаты. Это, я считаю, чудо, потому что на тот момент проекту было где-то полгода. Сейчас может быть, знают о 80. вас в России? Сейчас стали знать, ну, как стали знать, сейчас о нас узнают все больше и больше, но и я сейчас как раз, так скажем, беру на себя эту ответственность. Представительница России должна вести свой канал на Ютубе уже, в конце концов, рассказывать всем, что как происходит. Конечно, я уверена, что будет сложно, я больше чем уверена, что будет очень сложно. Мы, к сожалению, русские у нас не бразильцы, немножко другая аудитория, нужно искать свой подход. Не говорю, что у нас хуже, вовсе не хуже Просто публика. по-другому. Просто по-другому. Например, вот так же, как я говорю, на Филиппинах, когда там набирались тысячи, я не знаю, сколько человек, или там в Бразилии раскупали билеты там на 2000 мест за 40 секунд. Ну, как бы, понятно, что там немножко другое. Вот это их тема. А у нас нужно, так скажем, набрать какого-то вот этого всего материала, всех этих каких-то интересных выступлений, фактов о нашей группе, чтобы вот так вот все выдвинуть, и чтобы вот как раз это люди все приняли, такие, вау, вот это мы хотим за этим смотреть. А в Бразилии там еще как-то достаточно так чуть-чуть сделать, и они уже всю семью, так всю компанию подсаживают, и там такие видосики иногда находим в соцсетях, как какой-нибудь там пупс в памперсах танцует под наши песни, там кто-то повторяет что-то, ну это очень смешно. И, конечно, хочется, чтобы и в России такое было, поэтому сейчас, так скажем, беру все в свои руки, набираю сил и стрельну. Ты могла бы назвать себя идеальным человеком? Нет. Почему? Я бы никогда себя не назвала идеальной. Что не идеального? Никто не идеален. Ну, хорошо, да. Ты почему не идеальна? Я не идеальна, потому что, по крайней мере, я подросток, и у меня бывают вспыльчивые моменты, я бываю чересчур эмоциональная, могу сделать поспешный вывод, могу сказать что-то не так или как-то нагрубить и родителям, и семье, и кому угодно, или самой себе. Вот, поэтому я думаю, что во мне самое такое противное качество, это, наверное, что я очень часто все делаю на эмоциях. То есть я могу на эмоциях написать человеку, там, что вот, кстати, начала только сейчас контролировать и понимаю, насколько это важно. Во время турне очень часто пишут друзья. И вот прям самые близкие. Я понимаю, что я не могу написать, что вот там отстаньте, не пишите, я не могу сейчас. Но иногда бывают такие моменты, когда у меня что-то не складывается, плохо сделали макияж, потому что иногда я делаю сама себе, а иногда визажисты обязаны это сделать. Или там что-то не так с прической, или я понимаю, что я не выспалась, у меня нет настроения, я опаздываю, не знаю. И вот они пишут и говорят, ну что ты не отвечаешь, у тебя все хорошо, там и начинается, и они строчат, и у меня вот так вот все, и я вот сначала там напишу какой-то огромный текст, ты понимаешь, что я там в турне, я не могу сейчас, у меня там столько дел, а потом такая выдохнула, скопировать, удалить, такая, я сейчас не могу, напишу позже. Вот, я понимаю, что в таких моментах вот как раз и проявляются вот все качества человека, поэтому я контролирую себя, но я понимаю, что, например, я как бы люблю разговаривать, но почему-то последние месяцы из меня все тяжелее и тяжелее слово вообще какое-то достать, поэтому, когда еду в машине с мамой, я не... Как-то еще был момент, когда очень много проводила времени в телефоне, и мы с мамой тоже об этом много разговаривали, и я начала убирать его. Я понимаю, еду в машине, но вот настроение вообще не хочется говорить, ну просто я не хочу, ну как бы, и все. Как тут объяснить это маме, вот это подростковые, у нас какие-то там гормональные все эти изменения. Мам, знаешь, извини, я подросток, я не люблю разговаривать. Чего? Давай быстро рассказывай, как день прошел. Поэтому бывают такие моменты, когда там, мам, я не хочу, и маме как-то становится обидно, и потом я ставлю себя на место мамы и думаю, вот если бы у меня сейчас был ребенок, и хотелось бы узнать, как прошел день, какие взаимоотношения с теми же парнями, с теми же подружками, как вообще съездила в турне, потому что иногда с мамой езжу, например, в этот раз я без нее ездила. Да. Конечно, ответственности много на себя взяла. Когда приедешь, вот так выдыхаешь, и вроде есть что рассказать, а вроде, с другой стороны, настолько устала, что вот едешь вот так вот в машине, и чего не хочешь. Вот она что-то, и вот так смотришь, и вообще не хочешь. Скажи, когда ты последний раз плакала? Последний раз я плакала на Филиппинах, когда заболела. У меня, да, такие вот вещи бывают. Заболевать в самый нужный момент. Но чтобы вот именно так поплакать или в каком Поплакать, по-девчачьи. Типа, ушла в комнату, поплакала. Да, наверное, недавно, я думаю, это было. Да. Ну, месяц, может, назад. Ну, причина? Честно, я так не могу сказать. В том плане, что я даже не помню. У меня всегда такие моменты, когда хочется поплакать, что, наверное, чаще всего
У меня причина поплакать, ну так прям по-девчачьи, как ты говоришь, это, наверное, друзья. Да? Не из-за них то, что я плачу, потому что меня кто-то обидел, а потому что я переживаю за них. У меня, да, такие бывают прям. У меня есть друзья, которые, к сожалению, курят, которые пьют, так скажем, употребляют алкоголь. Алкоголь. Для меня как алкоголь, я не знаю, как по-другому. И мне, к сожалению, очень их жаль. Я понимаю, что они встречаются с какими-то препятствиями в своей жизни, и они не могут через это пройти. И так как они знакомы со мной, я пытаюсь, так скажем, пропихнуть какое-то слово от Бога, это как бы, наверное, неправильный глагол пропихнуть, но в таких ситуациях, в которых я встречалась как бы с людьми, понимаю, что по-другому не сказать. То есть мне становится их жалко, я понимаю, что я не получаю много положительной энергии от них, когда я с ними общаюсь, но в тот же момент как бы я не могу отталкивать их за их негатив, потому что они, как бы, понятно, каждый хозяин как бы своей жизни, и так как захочу я, так и будет. Я захотела попасть в проект, я захотела добиться чего-то большого, я работала, я достигла. У них немножко другие планки, они видят более все так приземленно, смотрят на все с каким-то серым оттенком, и все становится такой какой-то пессимистичный. Вот еще школа. Вот школа, это, мне кажется, самое ужасное, что может вообще случиться с любым подростком. Потому что, понятно, нужно учиться, но так как преподносят нашу информацию, все эти взаимоотношения с учителями или с одноклассниками, это, конечно, травмирует всех. Что будет после проекта? После проекта, насколько я знаю, он будет еще длиться долго. И вообще планируется, что мы так первые, но там еще будут и вторые. Ну, то есть ты же не до 30 лет всё. будешь там участвовать в этом проекте? Конечно, нет. Во Не сколько буду ты 30. думаешь, ты проект? Думаю, еще года 3. Я планирую так, до 19 лет. Да. А потом я хочу поступать в колледж. То есть у меня уже прям точное В США? представление. Да. И у меня, я не могу сказать, что все точно, что я там поступаю, но у меня просто есть колледжи, в которые я очень хочу поступить, но я также хочу сейчас искать какие-то, так скажем, вторые варианты для, если не получится. Да. Что за Плана Б. специальность ты хочешь себе? Я хочу быть артисткой, как я, и, в принципе, мне кажется, донесла через все это интервью. Я хочу танцевать, я хочу петь, я хочу выступать и дарить людям счастье. Круто, круто. По поводу петь. Сейчас в проекте у тебя нет сольного какого-то да, момента, нет песни. Ты переживаешь по этому поводу? Ты хотела бы что-то такое? Я переживала, очень долго переживала по этому поводу, первые, мне кажется, полгода, но после этого опять я начала много молиться. Вот как на одной из проповедей у Романова, ой, нет, это Мацула был, ну, неважно. В общем, он говорил, что первое, что нужно, это молиться в любой ситуации. Ты хочешь собрать гостей, первое, что мы делаем, молимся, потом уже покупаем все. Куда-то идем, первое, что мы молимся, потом уже собираемся и идем туда. И также в моей ситуации я очень долго переживала и думала, может, стоит поговорить как бы с самим Саймоном, с нашим продюсером, прям глаз на глаз, так Саймона, почему у меня нет песни? Потому что он доступный человек, то есть с ним можно вот так сесть и просто поразговаривать. И вот как-то я собралась силами, и мама говорит, да, почему и нет, как бы это ничего такого страшного и плохого ты не спрашиваешь, просто ну подойди и спроси его. И потом как бы я с ним поговорила на эту тему, и он до меня донес такую мысль, что мы сейчас так развиваемся активно в соцсетях, вообще в принципе развиваемся везде, как можем. И, конечно, для них очень-очень-очень важно именно, так скажем, как это все пойдет, как на это отреагирует вся аудитория. Понятно, что как бы кто-то лучше поет, кто-то хуже. Есть девочка, которая там 10 лет поет, а мальчик, который там 15, ну там, сейчас так говорю. А есть кто только вот полгода начал петь, только благодаря этому проекту. И я потом как-то начала понимать, что сейчас вот мы наберем вот этот как раз уровень, и как он говорит, потом для тебя будут открыты все двери в любую сферу. Захочешь певицей, иди в певицу, просто забрасывай танцы, если тебе это не нужно. Хочешь и там, иди туда и туда. То есть это такие вещи, к которым нужно спокойно относиться, что все устроится и все будет. И когда ты смотришь на картинку самой группы, я понимаю, я как самая маленькая, как мы это уже выяснили, то вряд ли меня будут везде ставить, пропихивать в центр. Конечно, как бы я маленький класс, но
во-первых, еще существуют такие как политические вещи. Мы все из разных стран, и они не могут везде только Россию ставить. У нас есть девочка, вот как из Бразилии, и там огромная у нас как бы публика, вот огромное количество фанатов. Понятно, что они ее будут пропихивать. Пусть плюс она и поет. Да, она танцует меньше, чем поет, но зато она как бы вот яркая, у нее кудрявые волосы. А другая девочка из Мексики, она прям вот вся из себя, такая с прямыми черными волосами, такая красавица, вся из, ну, я говорю, вся из себя, вся из себя, вся из себя. Вот, и понятно, что как бы и мексиканскую аудиторию хочется подтянуть, поэтому я вижу его видение, так скажем, всей этой группы. Да, поэтому я как бы переживала, но потом как-то отпустила, опять же. Я просто начала отпускать все вещи на самотек, все образуется. Сейчас главное продолжать петь, показывать больше, ему присылать каких-то своих песен, выкладывать также это не только там через свои соцсети, но и через Now United, чтобы люди знали, что я тоже пою. И потом уже это как бы все обустроится обязательно, поэтому все будет. Все нормально, да? Да. Ты в течение интервью упоминала «я молюсь», «я у Бога», проповедь того, против. Это какое-то модное веяние западное, или для тебя это действительно что-то значит? Это для меня действительно важно по одной простой причине. Я верующая всю свою жизнь. Еще до рождения, когда вот моя мама и папа решили, что они хотят еще одного ребенка, они очень много молились. Они в тот момент как раз покаялись, и, так скажем, созрела такая вот я, вся пропитанная любовью Бога. И когда я родилась, я всегда чувствовала, что вся моя семья и что всегда Бог рядом. И я понимаю, что бы в моей жизни сейчас ни происходило, где бы я ни находилась, что бы там ни случалось, какие-то там хорошие, плохие вещи, первое, что я делаю, я всегда молюсь. Потому что ко мне пришло некое осознание того, что Он правда держит меня сейчас за правую руку. И могу, так скажем, даже похвастаться тем, что всех своих друзей, когда я с кем-то знакомлюсь, я веду в церковь. И уже человека 4 покаялась, и вместе со мной сейчас ходят периодически в церковь, и я чувствую, что это только начало. Поэтому я всегда уверена в том, что Он рядом, и, конечно, благодаря Ему я сейчас так, кем являюсь. Супер. Спасибо. Спасибо.